Привет, YouTube! И сейчас из-за карантина многие люди потеряли работу и начали искать новую. Полезли на сайты объявлений, биржи фриланса, а там куча мошенников. Их было много до самоизоляции, ну а во время сейчас стало еще больше. Поэтому я решила сделать отдельный выпуск на e-бизнеса и рассказать вам истории с обманом по теме поиска работы в сети. Также я связалась с представителем HeadHunter и задала несколько вопросов от вас о мошенниках и о вакансиях. Тоже будет интересно и полезно послушать. 5 раз выросло количество мошенников, и динамика как бы неутешительная. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще разводы вы встречали, кроме тех, о которых я расскажу. Я уверена, их много. Давайте соберем под этим видео целую памятку для тех, кто в поиске работы. И, пожалуйста, не забывайте, что ваши истории тоже могут попасть в следующее видео. Достаточно написать в мой телеграм-бот для обращений. Вот сюда. Ну а с вас прямо сейчас лайк, подписка на канал, ну а мы не будем затягивать и поехали! Поиск работы сейчас огромная проблема. И одна из сфер, куда сейчас все вынужденно кинулись, это фриланс. Но найти заказчика на больших сайтах фриланса, где есть гарантия выплат, очень сложно. Ну, из-за большой конкуренции. Поэтому многие начинают искать работу на непроверенных площадках. Например, в Инстаграм у блогеров. История началась с того, что я искала работу на удаленке. И в сторис Саши Митрошиной я увидела объявление о том, что они с ее командой создали телеграм-канал, где будут публиковать вакансии на удаленке. Я присоединилась, и первая и вторая вакансия была вакансия менеджера Инстаграм-аккаунта. Мне понравились условия, я отправила заявку. После чего мне пришло сообщение на почту, и, открыв письмо, я поняла, что оно мне никак не вызывает доверия. Прочитав ниже, я поняла, что, чтобы начать работать, мне нужно отправить 3000 рублей. Пошла, просто открыла отзывы о Гарант. Люди теряют свои деньги. И вроде блогеры классно придумали, организовав свой собственный банк вакансий в Телеграм. Но даже туда забрались мошенники и сказали людям: хочешь работать — плати. Схема стара как мир, но ее преподносят каждый раз по-новому, и люди продолжают вестись. В этом случае прикрылись сайтом-гарантом. Гарант — это посредник, который обеспечивает честность сделки. Якобы заказчик внес 33 тысячи рублей, оплатил и вашу зарплату 30 тысяч, и процент для гаранта 3000 рублей. Теперь, чтобы получить работу, тоже внесите кэш 3000 рублей. Так сказать, обмен маленьких денег на большие с компенсациями. И, знаете, звучит как последнее разводилово. И главное, письмо-то такое длинное, запутанное, лишь бы поверили и бабло скинули. И таких примеров миллион. Вот ко мне обратилась подписчица, которая наткнулась на издательство «Панда», которое предлагает работу на удаленке. Приходим по ссылке и видим красивый сайт, на котором предлагает услуги полиграфии. А вместе с ней и возможность заработать на наборе текста. Требования к кандидатам просто прекрасные. Умение набирать текст в ПК или телефоне. И возраст от 15 лет. Разводим детей как можем. Нет, ну серьезно. Какая уважающая себя редакция возьмет на издание книги школьника, который будет набирать текст на смартфоне? И это, ребят, сейчас не в обиду школьникам. Просто, как правило, должность это достаточно ответственная. И если в твоей книге всего несколько опечаток, то тебя сразу же расчленят. Поэтому и берут на это место обычно филологов и редакторов с опытом работы. Переходим дальше и видим. Для того, чтобы взять задание, вам необходимо внести страховой взнос. А для чего он нужен? В качестве штрафа. Работа важная, не для дурачков и разгильдяев. Вдруг вы там сроки нарушите или фигню пришлете. Заплатит ваш взнос заказчику, чтобы не обижался. А вот, собственно, типичный пример задания. За 12 дней вам необходимо напечатать 79 страниц. И получите вы за это 12 500 рублей. Правда, и внести вам потребуется 1200 рублей. Да, супер, конечно, штрафы придумали. Ты еще ничего не сделал, но уже заплатил. Но вот вопрос, а твои гарантии где? На проверенных биржах фриланса все работает немножко иначе. Работодатель вносит деньги, система их сохраняет. Вы выполняете работу, получаете свою зарплату. Не выполняете, денег не получите. Зато вам накидают отрицательный отзыв и не сможете искать работу дальше. Ну, потому что заказчики не любят отрицательные отзывы. Даже если 50 хороших и 1 плохой, ну, вряд ли кто-то придет. Всем прям подавает дизлайк девственников. Ни о какой оплате со стороны работника и речи нет. И да, вроде бы с этой пандой все понятно. Но давайте все-таки проверим, ну, чтобы не было соблазна печатать за свои же деньги. На сайте указан адрес издательства. Проверяем по карте. И это, оказывается, Москва-Сити, Башня Федерация. Нехилое издательство. Проверяем список арендаторов по бизнес-центру. И по моему запросу об издательском доме «Панда» ничего не найдено. Также пробиваем название сайта в поисковике и находим целые статьи и списки таких мошеннических сайтов. Вот тебе и гарант, вот тебе и страховой взнос. Но нужно понимать, что иногда работодатели могут прибегать к гаранту, если, например, не заключается договор. Но тут все должно быть прозрачно. Вы должны обсудить все условия по гаранту до начала работы. Какой гарант будет выбран? Обязательно проверенный, а не мошенник. Кто заплатит за сделку? Какая будет сумма? И в целом вы должны работать исключительно по схеме. С вас труд, с него деньги.
Никак иначе. Вы не должны платить за работу. Запомните это как истину. Помимо фриланса сейчас в топе и другие вакансии, и там тоже хватает обманщиков. Я связалась с представителем HeadHunter и выяснила, какая работа и в каких компаниях сейчас актуальна. Как обстоят дела с зарплатами и мошенниками. Давайте послушаем. А вот какие сейчас, может быть, самые популярные вакансии, которые у вас активизировались? Курьеры. Курьеры все. Пешие, на грузовых автомобилях, на легковых автомобилях. Курьерские услуги сейчас супер востребованы. А вторая история, которая очень востребована, это склады, например, складские рабочие, все, кто связан вообще с комплектацией каких-либо заказов, в том числе и в продуктовых магазинах. Частично продавцы, кассиры, которые именно в продуктовом ритейле. У нас сейчас, я так понимаю, курьеры – это главные, наверное, герои, врачи, курьеры, продавцы. Выросли ли зарплаты вот у данных вакансий? К сожалению, нет. Вообще рынок с точки зрения зарплат остался на том же уровне примерно, да, то есть есть какие-то незначительные изменения, колебания, но в целом зарплаты никак не меняются, ну, то есть вот как были, так и остаются. Среднерыночная, да, то есть ставка за один заказ, она не выросла. Татьяна, а вот скажите, как сейчас обычному человеку устроиться на работу на удаленке? Ну, то есть, понятное дело, что там собеседование мы уже привыкли проводить по скайпу, это стандартная практика, но все, что касается документооборота. Вот, например, я ищу сейчас работу, да, созваниваюсь по скайпу с какой-то компанией. А как это мы проведем по документам? Как мне понять, что эта компания адекватная? Так раньше я бы приехала в офис, посмотрела бы, где они находятся, да, там, с человеком бы пообщалась, посмотрела бы, сколько человек работает. А вот сейчас документооборот, как устроиться, как вообще понять, что компания адекватная, нормальная? Вот, наверное, больше всего многих сейчас волнует также этот вопрос. Ну, собственно говоря, какие есть способы? Во-первых, посмотреть, много ли, в принципе, вакансий у этой компании. Например, да, если их прям много однотипных, это уже должно насторожить. Да? Если они там в разных сферах, окей. Если есть сайт у компании, прекрасно. Посмотрите, с какого года она работает. Можно ее, в принципе, загуглить, попытаться найти, с какого года основания у этой компании. Вам должно прийти письмо, вы посмотрели все условия по зарплате, по графику работы официальные. Можно попросить трудовой договор выслать на ознакомление заранее, например. Дальше идет, собственно говоря, оформление. Есть часть компаний, работающих с электронным документооборотом, где все, собственно говоря, оформляется. Например, если это работатель в другом городе. Но он не очень распространен. Прям редко какие компании, кстати, его сейчас используют. Ну, а как вот сейчас быть? Ну, по факту мы не можем выходить из дома. У нас самоизоляция. Я не могу подъехать в офис компании, там, подписать договор, да, взять трудовой. Вот что в этом случае делать? Это все решается сканами. Ну, то есть, если вам это не предлагают, вы уверены, что вам нужна эта работа? Если это белая компания, ну, то есть компания, где вам реально будут платить зарплату, они все равно это с вас потребуют. Если они вам изначально говорят: смотрите, сейчас кризис, мы поэтому не можем взять трудовую и выслать, потом оформим, уносить оттуда ноги. В общем, это сразу все подозрительно. Сразу, как только вам говорят, из-за кризиса мы не можем что-то сделать и подписать что-либо с вами, это однозначно какие-то мошенники. А вообще в целом сейчас много появилось мошенников? Вот у вас конкретно на сайте. Может быть, вы уже увидели какую-то динамику, когда действительно появляются какие-то фейковые вакансии? Да. Вы знаете, мы заметили, прям как раз вчера смотрела на эту тему отчет, в 5 раз выросло количество мошенников и жалоб вообще от соискателей на какие-то фейковые компании, фейковые вакансии. То есть обычно это около процента. Сейчас их уже 5%, и динамика как бы неутешительная. Мошенники поняли, что людям нужна работа, кризис, соответственно, они максимально стараются выудить деньги. Какие вообще, что это за мошенники? Зачем им размещать какие-то фейковые вакансии? В чем обман там? Это, например, MLM какой-то. Типа, вот вы будете нашим торговым представителем, но вы за свой счет должны купить 5 тюбиков там, на 10 тысяч, я не знаю, чего-нибудь. Мы вам дадим базу, которую вы будете это продавать, но вы должны внести взнос. Это первая история. Вторая история: вы к нам устроитесь, но сначала подпишите какие-нибудь документы. И вот тут важный момент. Вы подписываете, смотрите, какие. Например, очень часто кейс мошенничества: просят ваши пенсионные накопления перевести в какой-нибудь их пенсионный фонд, из которого потом банкротится, Ничего и себе. они будут деньги оттуда. Или там совсем глупые случаи мошенничества, там, ну как глупые, да, такие, казалось бы, как такое вообще может происходить в наше время. Это, например, окей, мы вас там берем, не знаю, личным водителем к первому лицу банка, сети магазинов, но нужен очень хороший костюм,
прям вот, чтобы вы не позорили, собственно говоря, высокого человека, его статусность, чтобы соответствовали, и надо за него заплатить. Потом, естественно, вы это отработаете, и вам это зачтется в зарплате, но вот надо первоначальный взнос на костюм нести, ну там условно 10-15 тысяч, да, там особенно это в регионах популярно. Это прям реальная история сейчас. Это прям реальная история, да. В условиях самоизоляции очень важной и востребованной вакансией стал продавец в продуктовый отдел. И эту работу не получить без медицинских книжек. И мошенники давно уже придумали, как на этом нажиться. Об этом мне рассказала моя подписчица, чей молодой человек попался на такую историю. Мой молодой человек искал работу в январе. Он нашел на просторе ВКонтакте объявление в одной местной группе о вакансии. Он написал этой женщине, та сообщила, что нужна медкнижка. Или в данный момент, или чтобы он ее оформил, и ему при зачислении на работу выдадут деньги за нее. Она ему сказала, что есть один человек, который готов ему оформить медкнижку за деньги. Он решил написать этому человеку и скинул деньги в сумме 2300 рублей. После этого ему сказали, что медкнижку доставят на следующий день утром, но в итоге никто не доставил и начали его активно игнорить везде. Ребята обращались в банк и полицию, но вернуть деньги у них не получилось. А по словам полиции, мошенницей оказалась некая Гречкина Оксана, которая уже не раз привлекалась по мошенничеству в продажах, но так и не получила наказания. Схема эта не нова, в интернете можно найти целую кучу рассказов. Тут и упаковщики медкнижки покупали, и водители, и даже поварам уже с готовой книжкой говорили: ваша книжечка не подходит, делайте новую. Вот вам контакт человечка. А ничего, что книжечка получена официально, и человечек и его контакт могут пойти лесом. Но обманывают не только на медкнижках, но и на резюме. Вот в Инстаграм опубликовали объявление о вакансии. И как все красиво написали. Хочешь работу во время карантина? Зарплата от 35 тысяч рублей. Работа удаленно с телефона или ноутбука. Моя подписчица написала по адресу, и ей ответили просто гениально. Ваша кандидатура одобрена, но вам нужно как можно скорее, желательно в течение суток, отправить профессионально составленное резюме. Наше руководство не берет обычное резюме и отклоняет такие кандидатуры. Составьте, пожалуйста, резюме в этой компании. У нас все сотрудники там составляли. И контактик прилагается. Дальше мы видим ссылку на аккаунт, который, кстати, был создан пару недель назад. А стоимость написания резюме составляет всего 990 рублей. Ой, как удобно. Но это не все обманки в Инстаграм. Одна из моих подписчиц наткнулась на быстрые заработки с подвохом. Недавно мое внимание привлекла реклама о быстром заработке в Инстаграме. И я решила все-таки, наверное, с интереса узнать, что же это за франшиза, что же это за заработок. Самого продавца. Я написала в директ: франшиза — это обучение по заработку в Инстаграм. Самый дешевый пакет стоил где-то 800 рублей, но когда я прочитала описание, то, если честно, я не увидела никакой конкретики. Ну, а конкретики реально немного. Легенда тут великолепна. Это аккаунт бедного парня, который, как говорится, смог. Раньше последний доширак доедал, а сейчас миллионер. И все благодаря Инстаграм. Для вас он создал авторский курс по продвижению своего профиля. Что там он не скажет, только общие фразы. Ты будешь уникальным продавцом, будешь продавать свой продукт и пользоваться им. А этот авторский пакет — единственный шанс зарабатывать в интернете. И вот тебе предлагают купить пакет неизвестного информационного содержимого, в котором тебе расскажут все таинства Инстаграм. После чего зарабатывать ты будешь просто баснословные суммы. И даже скрин поступления на счет прилепили. Ну прямо в лучших традициях бизнеса. На вопрос девушки, насколько я могу быть уверена, что курс является авторским, ей отвечают: честно, мне давным-давно Инстаграм блокнул. Я просто знаю, как работают мошенники, потому что сам не раз на них попадался, и их аккаунты не живут больше 2 недель. Ну, конечно. По сути, нам продают неизвестно что, неизвестно о чем. А главное, кто. Я понимаю, если бы это был известный блогер, который реально раскрутился в Инстаграм, там, грамотно писал тексты, делал фото и рекламу. А здесь нам какой-то ноунейм толкает ноу-курс. И аккаунтов такого плана вагон и маленькая тележка. Все называют себя франшизами, хотя от слова франшиза там ничего и нет. В лучшем случае ты реально получишь какую-то информацию, которую мошенник насобирал в интернете, и единственный способ заработать после этого — это перепродавать этот материал. Ну а в худшем ты не получишь ничего, поэтому проходим мимо. Друзья, то, что я вам рассказала, это всего лишь малая часть тех историй, где человек, надеясь заработать, попадает на деньги. Уверена, у многих из вас есть опыт попадания на различных мошенников, якобы работодателей. Делитесь своими историями в мой бот или здесь в комментариях под этим видео, но чтобы еще больше людей узнали об обманных схемах и не попадались на эту удочку. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!